Я тоже хочу коснуться проекта закона, который несколько лет мы не можем принять, о содержании животных. Вот за последние 10 лет приблизительно 400 человек загрызли собаки. Но вот совесть есть у наших членов правительства и у нас с вами. Если правительство задерживает отзыв, почему мы не можем принять без отзыва? Это не конституционная норма. Но вы понимаете, что каждые несколько дней загрызают человека. Что это за страна, что за управление? Стаи бродячих собак везде. И детей загрызают, и средний возраст, и старший возраст. Последний случай в Уфе. Этот 9-летний мальчик лежит в могиле. Это ваша вина. Он в могиле, а вы здесь сидите, в буфет ходите, так сказать. И я говорю об этом каждый квартал. Принять закон. В регионах тоже не принимают. Вот была передача «Первый канал», я им обещал, что в пятницу я этот вопрос еще раз подниму. Это чудовищно. В чем здесь задержка? Я думаю, что это те начальники, чьей подписи не хватает на этом проекте закона, очень любят собак. Поэтому давайте направлять в депутатский корпус и в правительство тех, кто сперва людей любят. Животных можно любить. Но если они, мы же говорим о бродячих животных, те, которые безнадзорные, и ничего не делается, все бесполезно. И нам только говорят, вот там задерживается. Вы выносите в повестку дня и все. А правительству сделать выговор, объяснить гражданам, что вас загрызают собаки на улицах России. Это и в Крыму случай, теперь мы про Крым должны говорить. И в том же Новороссии, да по всему миру есть. Но в основном здесь вот нас это волнует с вами. И кроме того, что загрызают насмерть, это еще бешенство, которое только от собак переходит к человеку. А стрессовое состояние, ребенок остался жив или человек, на всю жизнь травма. Я до сих пор помню собаку, которая меня укусила. Это было 60 лет назад. Слегка укусила. Она не бродячая. Так я помню, это же стрессовое состояние на всю жизнь. Внезапно выбегает собака и кусает человека. Нам с вами зачем это надо? А потом люди сталкиваются, потому что мы нарушили баланс в организме человека. А любила собак соседка, старуха, ни мужа, ни детей, ничего нет. Стая собак. Он их держит, она умерла, собаки сдохли, а десятки людей, которых травмировали в детстве, они живут все. И мы потом смотрим причины преступлений. Это вот то, что государство. Но при советской власти постоянно их отлавливали. Каждый квартал приезжали во дворы машины специальные, и специальные люди отлавливали. Я ни разу не видел в Москве, чтобы собак отлавливали. Ни старое лужковское правительство, ни новое. Эвакуаторы. Наш закон лежит. Значит, нужно несколько случаев для обострения обстановки. Чуть подвинут. И «Справедливая Россия» скорее примазываются. И они внесли. Ну давайте какую-то совесть иметь. Если уже есть в портфеле проект закона, что же еще будем вносить проекты законов? Если его даже не рассмотрели. Но скорее показать автолюбителям, что и она, «Справедливая Россия», тоже о них думает. Вы поддерживаете то, что внесено уже. Мы не претендуем на авторство. Надо принимать те законы, которые есть, а не закидывать. Наделение землей. Сколько он будет лежать? Для малоэтажного строительства. Мы же не можем людей удовлетворить в жилье. Люди сами удовлетворят. Стройматериалов немерено. Везде строительный рынок. Рабочих за копейки будут работать. Стоят толпами. Что мешают? Чиновник. До сих пор и земля есть. И пустует земля. Вот Одинцовский район, я изучаю его 20 лет. Убрали главу администрации Гладышев. Тотальная коррупция. Ну и что? Пришел новый, дальше что изменилось? Почему? Потому что все контрольные органы в руках одной партии. Пока контроль будет в руках этой же партии, чиновники ее, министры ее, губернаторы ее, мы никогда не сдвинемся с места. Это можно понять, что контроль нужно отдать в руки оппозиции. Тогда будет порядок в стране. И собаки не будут кусать, и землю быстрее получат все. Императивный мандат. Все депутаты понимают, что это надо. Посмотрите, полупустой зал. Даже когда я выступаю полупустой. Когда вы вообще пустой зал.
Надо, Сергей Евгеньевич, попросить, чтобы каналы давали передачи с моим участием с 8 до 10 вечера. Вчера полстраны не спали до 1:30 ночи. Это что же ущерб здоровью? Если вы знаете, что эту передачу с участием такого-то человека смотрят миллионы, так пойдите навстречу. И пусть эта передача идет с 8 до 10 вечера. Зачем показывать ночью? Люди же не спят ночью. МРОТ мы предлагали 100 рублей в час. А у нас с вами МРОТ 5500, а прожиточный минимум 8700. Ну что, 100 рублей в час не можем дать нашим гражданам. Столько денег, столько продуктов, всего есть у нас. Инфляции не будет. Вот мешают нам это сделать. День воссоединения с Крымом. Предложили мы праздник 18 марта. Вернули проект закона. Какое финансовое обоснование? Что случится, если еще один день в календаре будет с такой знаменательной датой? Нет, лишь бы отпихнуть. Дайте финансовое, дадим финансовое обоснование. Дадим. Наконец, день свободной торговли. Вот эти санкции вообще никто не заметил. Мы закрыли города от нашей сельхозпродукции. То, что помогать сельскому хозяйству, это правильно, удобрение, техника. Но уже все производят. Всего много, но города закрыли, как в средние века. Помещики эти, дворяне, не знаю, бургомистры, закрыли ворота и крестьян не пускают. А везут из-за границы. Импортное, плохое, некачественное, фальсификат. А свое хорошее мешаем. А потом санкции, цены растут. Мозгов не хватает мэрам и губернаторам нашей страны. Это же открыть ворота. И пускай везут и продают в любом месте любого города. Прямо с телеги, с фуры, с любого места, где им удобно, нашим крестьянам. И будет по огромное количество продуктов. Нет проблем. Но закон лежит здесь. Потом сейчас будете сегодня стоять здесь и стонать. Не хватает доходов, цены растут, инфляция. Кто виноват? Вы виноваты. Депутаты Государственной Думы. На вас лежит главная ответственность. Кроме фракции ЛДПР. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, после вашего вчерашнего вечернего выступления, знаете, все спали таким здоровым, спокойным сном.